Миллиардер Эдвард Коллинз был уверен, что делает обычное увольнение. Он выдал расчет, сухо поблагодарил и отвернулся. Но через несколько секунд услышал топот маленьких ног. Его сын выбежал на улицу, плача и умоляя женщину не уходить. В этот момент Эдвард понял, он только что совершил самую страшную ошибку в своей жизни, как отец. История началась задолго до этого. Анна Миллер каждое утро вставала в 5. Из скромного дома на окраине Лондона она добиралась на 2 автобусах в особняк семьи Коллинзов в районе Кенсингтон. Много лет она была там всем – уборщицей, поваром, организатором быта, но главное – человеком, который растил маленького Оливера. Мальчику было всего 4 года, и он уже знал, что такое утрата. Его мать умерла, когда ему было 2. С тех пор именно Анна укачивала его по ночам, вытирала слезы, придумывала смешные сказки и была рядом всегда. Эдвард Коллинз владел одной из крупнейших технологических компаний Европы. Дома в Манчестере, Брайтоне, Оксфорде, роскошь, деньги – все было, кроме главного – времени и душевного присутствия. Он работал до изнеможения, избегал дома и собственного сына, потому что тот напоминал ему о потере. Однажды в его жизнь вернулась Клэр Робертс, эффектная, уверенная, из прошлого. Она быстро поняла, что Анна — единственное препятствие. «Тебе не кажется странным, — как-то сказала Клэр, — что прислуга так близка к тебе и ребенку? Она заботится об Оливере. Забота — это дистанция, а она смотрит на тебя иначе. Ты богат, одинок, уязвим. Подумай». Сомнение пустило корни, и одна холодная утренняя среда все разрушила. Эдвард вызвал Анну и без объяснений уволил. Анна молча собрала вещи. Детский рисунок с надписью «Анна» и я она прижала к груди. Когда она уходила, Оливер выбежал за ней на улицу, рыдая. «Не уходи, не оставляй меня». Эдвард догнал сына и услышал слова, которые резанули сильнее ножа. «Ты выгнал ее, ты плохой». После этого Оливер сломался. Он перестал есть, спать, играть. Ночами обнимал старую кофту Анны и тихо плакал. Ни няня, ни врачи не помогали. И тогда старая домоуправительница миссис Браун сказала правду. Анна спала на полу, когда он болел. Тратила свои деньги на подарки, когда вы забывали. А ваша новая женщина оттолкнула ребенка, чтобы не испачкать платье. Эдвард понял все. Он выгнал Клэр и поехал искать Анну. Нашел ее в Йорке, в маленьком доме с цветами у окна. Он просил прощения, признался в страхе, в слабости, в том, что разрушает собственного сына. «Он умирает от тоски по тебе», — сказал он. «Хотя бы приди и покажись ему». Анна согласилась. Когда она вошла в дом, Оливер закричал от счастья и бросился к ней. Он плакал, смеялся, цеплялся за нее, как за спасение. И Анна поняла, она не может уйти навсегда. Она вернулась на своих условиях, с уважением, договором и границами. Эдвард согласился без колебаний. Дом изменился. Эдвард стал ужинать с сыном, смеяться, жить. И незаметно между ним и Анной выросло нечто большее, чем благодарность. В день памяти покойной жены Эдвард сказал честно: «Я никогда ее не забуду. Но ты принесла свет в этот дом. Я полюбил тебя». Анна призналась, что боится снова потерять. «Я тоже боюсь», — ответил он, — «но хочу идти вместе». А в день рождения Оливера мальчик сказал самое важное: «Анна, будь моей мамой навсегда». Эдвард опустился на одно колено. «Останься, не как работница, как семья, как моя жена, если хочешь». Анна согласилась. Они обнялись втроем на кухне, а белая бабочка залетела в окно и исчезла, словно знак. Так родилась семья, не по правилам, не по ожиданиям, а по любви.